Еще раз добрый вечер. Я не поняла, что за хрень произошла. Переключила сейчас на Wi-Fi. Что-то Мегафон сегодня тупит. Несколько раз так было, когда я в WhatsApp пыталась отвечать. Постоянно нет сети и прочее, прочее. Извиняюсь. Давайте еще раз начнем. Попробуем со второй попытки. Что-то не то пошло. Мегафон в последнее время меня уже разочаровывает, если честно. Надоедает вот своим этим идиотским поведением. То работает, то не работает. Да, вот пришлось по новой. То удалила, потому что я думаю, что 2 раза эфир это не то. Итак, надеюсь, что сейчас будет нормально. Да, впредь буду подключаться тогда к Wi-Fi на всякий случай. Правда, немножко Wi-Fi медлительный в последнее время. Ну ничего, еще раз здравствуйте. Итак, дорогие люди, ритуалы существуют с того времени, здравствуйте, Мара, с того времени, когда человек начал разговаривать, когда он себя осознал, когда он понял, кто он есть, когда он понял свою суть, сущность и так далее, он стал просить у определенных сил помощи. На самом деле в нас это заложено, что мы не то что зависим, но в любом случае мы просим и получаем у сил защиты, помощи в своих делах и прочее, прочее. Но у ритуалов есть определенные правила, по которым, собственно, создаются ритуалы. Вообще ритуалы создавать дается не всем и не вся. Есть определенные пласты. Всем добрый вечер. Есть определенные пласты информационные, откуда идет эта информация. Ничего случайно не бывает. Все откуда-то дается человеку. Но дело не в этом. Дело в том, что у каждого ритуала, у ритуальной магии есть определенные каноны, которые нарушать никак нельзя, если ты хочешь, чтобы твой ритуал сработал. Во-первых, первым делом ритуал должен иметь начало, он должен быть направлен на определенную просьбу, да, для чего ты это делаешь. Например, если ты хочешь благополучия, ты обращаешься с определенными словами: дайте мне, грубо говоря, вот это и то, помогите и прочее. Есть в каждом ритуале должны быть слова-ключи. То есть то, что срабатывает тогда, когда ты это произносишь, даже не зная это. Вот почему говорят, есть с ключами, есть без ключей. То есть есть ритуалы, которые вроде бы красивые, да, интересные, но толку от них мало, потому что они не работают. Нету там слов-ключей, которые сразу же дают то, что человек желает, зачем просит он. Следующий момент. Ритуальная магия обязательно имеет определенные каноны и законы. Обращение, просьба, слово «ключ». В конце благодарность заключает ритуал. И потом откуп за то, чтобы получить. Здравствуйте, Анна. Так вот, без этого всего, этих 3 составляющих, да, ритуал, можно сказать, что не существует и его нету. Всем добрый вечер. Ах, да, пока я не забыла, тут 2 вопроса мне задали. Есть у нас одна умалишенная бабка, она там уже всех приписала к трассовым проституткам, уже всем дала клички, все туда куда-то идут. Видимо, знаете как, каждый человек по себе судит. Ей это уже одной ногой в могиле сидеть, оргазм имитировать и считать, что всех позорит. Это все равно, что пройтись голым по улице, да, и сказать: вот видите, как я всех вас опозорила. Вот. Спасибо, что работают, не очень приятно. Благодарю. Так вот, умалишенная бабка там какие-то опусы ищет в Википедии. Вообще в Википедии любой человек может сесть и написать все, что хочет. Все, что сбрендит в голову. Я как-то читала, что грузины, оказывается, пришли с Китая. Вот эта новость меня очень обрадовала. То есть там написать можно все, что хочешь, назло другим, да, поэтому это не тот источник, который... Кроме того, там, значит, у бабульки крышу снесло, причем очень быстро так снесло. Не знаю, чего там сходит с ума. Точнее, знаю, конечно, вот. Ну да ладно, пожалеем такую убогенькую.
мол, ну, в общем, ищет какие-то ляпы, какие-то ошибки. Боже ж ты мой, спасите меня, как же я без них буду жить-то теперь, если они мои ошибки не будут искать. Посоветуйте этой милой даме почитать греческую мифологию. Там прекрасно сказано открытым текстом: небо Уран и земля Гея, космос, земля. Кроме того, восстановление цикла, ритуалы, вы знаете, я всем подряд их не раздаю. Кроме того, восстановление цикла очень много есть, то есть очень различных причин, из-за чего это происходит. Поэтому я думаю, что вам лучше вообще понять, в чем причина. Я не раздаю ритуалы. Я не для того эфир создала, чтобы сказать, кому какие ритуалы буду раздавать. Я объясняю вам, как они вообще работают, откуда приходят, кто имеет право их создавать. Далее. Здравствуйте. Значит, и бабку очень интересуют вот какие-то такие великие дела, великие вопросы, которые она раскрывает, не знаю что. Ну, в общем, посоветуйте ей хорошо прочитать Титаномахию. Кроме того, есть очень много различных версий. Римская версия, греческая версия. Ну, в общем, кто услышал, тот понял. Потому что они сидят, следят за всеми эфирами. Мне интересно, завтра она какую роль сыграет. Вы знаете, самое смешное, когда женщины уже в возрасте сидят и аплодируют, вместо того, чтобы просто одернуть, сказать, ну, некрасиво это все и неправильно, да, это ведешь себя как дура. Ой, браво, браво, как это все прекрасно, потому что настоящий друг всегда удерживает от глупости, а те, которым чихать на тебя, всегда будут поощрять твою тупость для того, чтобы больше было позора, знаете, хлеба и зрелищ. Значит, другой момент. Тут мне передают, что, оказывается, мы господину Писую куда-то там угрожаем, звоним. Ну, это дебилизм. Знаете, этот старый фокус был использован госпожой Полынь, когда она в эфире выставила какой-то номер, где откуда ей писали: вот и все, тебе конец. Зачем угрожать людям, если ты открыто говоришь, что они бездари и никто? Зачем угрожать-то? Угрозы тут причем? Ну, Писулька, беги в милицию, выясняй, что это за номер. Там какая-то бешеная пенсионерка, то ли ей 100 рублей дали, то ли это сама Дружинина пьяная звонит ему. Я ничего не поняла, но самое смешное, что он никому 100 лет не дался, чтобы... Да, он там великие темы выставил, чтобы людям что-то объяснить, только вот как-то желающих сидеть там и что-то спрашивать у них нет, вот не вижу. Спасибо, Алена. Вот. Кстати, Алена, как ваши дела? Вы как-то пропали, не написали. Нормально у вас все? Добрый вечер, Павел. Вот. Поэтому я хотела сказать, не смешите народ, клоуны. Точнее, смешите, конечно, но не за наш счет, пожалуйста, будьте так любезны. Вот этот дебилизм, конечно, с этими угрозами и всякое, это смешно. Это дешевые такие трюки. Прямой эфир сорвался. Анонсировал, как человек пройдет рассчитываться на ритуалы. Как человеку... Я сейчас скажу все. Каждый ритуал имеет свою ценность. Дорогие друзья, когда говорят, вот за приворот большая плата, не знаю, что там, в трудах, вот и хорошо. Если в трудах, значит, дела пошли. Что за, за приворот такой страшный грех и наказание, это не наказание. Во Вселенной нет понятия плохо-хорошо, нет понятия черное-белое. Есть во Вселенной понятие, что хочешь, какая плата за это. Понимаете? Нет, ну, мы про бабульку и Писуева должны поговорить, потому что нужно им сказать, и чтобы они хернёй не маялись. Потому что никаких угроз в сторону этих дураков не было и не планировалось. Потому что идиотам угрожать это смешно, конечно. Подождите, про атрибуты сейчас расскажу. Так вот, нету понятия плохо, хорошо, грех, наказание в ритуальной магии. Есть понятие за что. Если подберет тот под деревом, ну, может перейти на него то, от чего откупились, и что скинули на эти деньги. Вот что будет. Если он тем более понимает это и осознанно подобрал, то ему будет нехорошо. Работает Алена очень хорошо, 1000%.
Спасибо. Я же вам тогда сказала, даже не переживайте, просто отключите эмоции, и очень скоро эта проблема решится. Вот оно и решилось. Так вот, ритуальная магия, да. Можно делать все, что хочешь. Имею в виду тем людям, которые... Да, это нормально, если прижимает затылок при заговорах фортуне, если только вы привыкаете к ее энергии, это нормально. Потом постепенно это пропадет. Можно ли откупиться от приворота через 8 лет? Ну что за глупость вы несете? От приворота не откупается. Приворот вообще лучше не делать. Так вот, дорогие друзья, вы можете делать эти ритуалы и знать цену за эти ритуалы. Если вы просите благополучия и сила вам дает, то вы определенную странные компании сами не понимают, что очень смешные. Ну, им кажется, что... Ну, Пусика копируют, да, они же суперзвезды, что теперь делать? Пусик это их эталон красоты. Хотя Пусик отличный парень, между прочим. Так вот, за каждую манипуляцию в магии нужно платить определенную цену, и более ничего. Это не наказание, это не преследование, это не хорошо, не плохо, это цена. Цена за то, что ты хочешь. Понимаете? Это нормально, это тоже нормально. И пока вы привыкаете к силе, к силе фортуны, к ее энергии, такой может быть. Так вот, здравствуйте, Александра. Так вот, так что за, скажем так, сделанные, конечно, самим невозможно сделать и не стоит черные дела, есть определенная цена за это. И эту цену платит человек. Расскажите про обращение к погостнику. Вам не нужно это обращение к погостнику. Это нужно практикам. Обычному человеку туда обращаться нечего. Погостник помогает при очень сложных ситуациях жизненных. Есть такой ритуал к этому, но в любом случае... Мария, здравствуйте. Вечер, если кофе испаряется перед фортуной, а что означает? Означает, что принята жертва, и она вас услышала. Здравствуйте, Ева. Привет из Греции, очень хорошо. С земли Аристотеля, но еще и с земли Гекаты, не забывайте. Так что я хотела сказать, товарищи. Так что просто плати ту цену, которую они хотят, и совершай дальше. Вот откуп за ритуалы благополучия, например, принести и отдать фортуне повесила. Нет, не обидится. С чего? Нет. Если этот браслет вам дорог, если это любимое украшение, абсолютно не обидится. Дух Истихары ко мне не пришел. Она не богиня Истихара. Вы даже не поняли, кто это за дух, поэтому он и не пришел. Потому что вы должны, прежде чем это провести, понять, что это, изучить и послушать внимательно, о чем там речь. Если вы ее за богиню приняли, то значит вы даже не поняли, о чем этот ритуал. Как же он может прийти? Он не придет. За ритуалы благополучия вы отдаете определенную часть, мелочь или что-нибудь людям. То есть вам дали, вы отдаете. Добрый, можно ли для ритуалов черную свечу и резать пополам? Нет, резать ни в коем случае или ломать свечу нельзя, она уже будет не принята жертва. Дорогие друзья, ритуалы пришли из древних времен, тогда, когда поклонялись богам. И жрецы имели доступ к жертвеннику богов, они знали определенные заклинания, слова, обращения к богам. И они брали у людей жертвы, приносили и ставили на алтарь. Человек откупался, передавая богам просьбу человека. Оттуда, кстати, в христианство перешло вот это вот посредничество между человеком и Богом, да, отпущение грехов, скажем, прийти, причастие и так далее. Ведь отпускает-то грехи не сам поп, правда? К вам обращалась моя сестра, вылечила НРС ребенка с Донецка. Вот ребенок не писается уже 1,5 месяца. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, на здоровье. Можно и жемчуг фортуне. Любую драгоценность, которая вам самой нравится. И вот оттуда и в христианство перешло как бы вот этот ритуал отпущения грехов, передавания Богу за человека и так далее. Что у нас забрали имущество арендодателей, значит, это был как откуп. Милиция ничем не помогла. Очень жаль, конечно, но вы же все-таки не ритуал совершали, после чего вас это забрали. Это была жизненная ситуация. Тут ритуал и откуп вообще ни при чем.
Но хотя, если вы что-то такое совершите и тронете силы, которые вам не подвластны, которых касаться нельзя, могут у вас забрать и не то. Вам писала Вайбер, ответьте мне, пожалуйста, очень нужна помощь, помогите. Вы не понимаете, что в прямом эфире, вот просто сказать, пожалуйста, ответьте мне на Вайбер. Давайте я выключу тогда прямой эфир и побегу туда отвечать вам на Вайбер. Это будет правильно, по-вашему? Сколько ритуалов можно делать в день? Смотря какие. Если благополучие, то можно 3-4. Насколько можно оставлять свечи зажженными после проведения ритуала? Алтарные свечи, спасибо. Можно сразу собрать после ритуала. Будет ли ритуал избавления от алкоголизма? Очередная глупость, которую я уже устала прояснять и объяснять. Уважаемые люди, тут сильные колдуны и ведьмы не могут избавить от алкоголизма человека. Вы взялись избавлять, вы взялись на себя перетягивать духов алкоголизма, вот этих бесов и этих сущностей черных на себя, и вы еще смелости набираете сделать какие-то ритуалы избавления. Вы что вообще? Вы в своем уме? Еще требуете у меня какие-то ритуалы на этот счет. Забудьте об этом навеки вечны. Такие ритуалы простые люди не делают. Все ритуалы в темное время проводятся, не все, но в основном они лучше работают в темное время. Зачем нужна водка духом, водку? Объясню, потому что водка, сигареты, благовония, это все энергия, деньги, это все энергия. Она в себе вмещает энергию. Вы отдаете ему энергию. Вы же попросили его прийти, вам помочь. Вот вы вызвали, да, эту силу. Вы даете ему как еду для того, чтобы он закрепился и пошел сделал. За эту еду он будет вам делать то, что вы просите. Поэтому вы ставите перед этим духом водку. Делали ритуалы с визитными карточками. Одна визитная карточка была в супермаркете. Всегда, что вчера мне посчитали, не помню, то есть не успел. Так вот, вчера мне забыли посчитать товар на $4. Забыли посчитать, то есть вам подарили. Это тоже хорошо, халявная вещь. А что касается ритуала фортуны, скажем, зачем ей это нужно, на самом деле не сама фортуна спускается, но некая сила приходит. Заболело животное, обойдет сотку, все прошло хорошо, вылечило, даже деньги на лечение быстро нашли. Как можно откупиться? Оставьте возле дерева, оставьте где-нибудь на скамейке деньги, оставьте на перекрестке деньги. Что-нибудь потеряйте, что-нибудь оставьте, чтобы поблагодарить, чтобы силы увидели, что вы благодарный человек. В следующий раз они вам будут помогать. Есть ритуал избавления от порчи. Нету ритуала избавления от порчи, но у меня есть очень много ритуалов, которые помогают людям. Посмотрите, пожалуйста, может, какой-нибудь из них вам поможет. От порчи, чтобы избавиться, вообще обращаются к профессионалам. Можно ли делать ритуалы в критические дни? Можно. Можно, смотря какие. А что касаемо ритуала на благополучие, хорошо или плохо? Если статуэтка фортуны отражается в зеркале на стене, да, ничего страшного в этом нет. Это и не хорошо, и не плохо, это ничего такого. Здравствуй, Ната, привет, привет. Можно не приобрести статуэтку фортуны, изготовленную из гипса? Можно приобрести, но, правда, из бронзы или более такого твердого металла она вам будет служить дольше. Потому что если она разбивается, это не очень хорошо. Можно ли сделать несколько ваших ритуалов в одну ночь? Можно сделать, если у вас сил хватит. Эти ритуалы забирают очень много сил, между прочим, скажу. Устаете, потом хочется есть. Алтарь может быть на видном месте в квартире? Может, если вам не мешает это, если нет лишних вопросов, которые вас раздражают, то можно. Так, итак, что хотела сказать. Усталость влияет на проведение ритуала? Влияет, конечно. Вы же должны силы отдать определенные, у вас не получается. У меня котенок ударился глазиком после ритуала для защиты животных. Нужно снова ударился глазиком, куда ударился? Вот не совсем поняла. Проведите еще раз. А вы для чего проводили тогда, если он был здоров? Отнести к дереву можно. Снимите ролик, пожалуйста, про богиню Афродиту. Сниму, конечно, но зачем она вам нужна? Я могу просто про богов еще раз рассказать более подробно. Хотя рассказывала я про нее. Именно чисто про нее, для чего вам она нужна. Инга, подруга Елена, спрашивает за мужа Мамуку, когда он исправится. Можете что-то сказать? Нет, не могу, это не тема ясновидения. Для этого существует личная консультация. Так, далее.
Это ж не онлайн-гадание. Что-нибудь скажите про кого-нибудь. После ритуала свечи можно использовать для другого ритуала? Можно, смотря какой ритуал. Такого же типа ритуал, то можно. Если ритуал для всех, на привлечение любви в жизнь. Любовь в жизни привлекается вот такими ритуалами, он привлекается профессиональным способом, иначе вы привлечете кого не надо. И такой ритуал я не даю. Правильно, можно подарить сладкое, можно подарить бедным деньги, можно оставить вещи внизу, чтобы люди забрали, нуждающиеся. Да, вот действительно, они, конечно... Нет, ну, заболеть не обязательно, что заболеет кто-нибудь, Лейла, но силы уйдут, просто устанет человек. Для того, чтобы получить что-то, надо нацелить на вот одну вещь. Просто вот хочешь получить работу, да, делай на работу, на успех. Есть еще тропой змеи для того, чтобы выйти из трудной ситуации, собственно говоря. Вот это целенаправленно сделай, когда ты это получишь, потом уже будешь делать что-то другое. Я не могу понять, что это за номер мне в конце 22221 отправляет мне опять что-то такое. Вы знаете, такое ощущение, что я говорю вот просто со стеной. Я людям говорю, чтобы они мне не звонили в любую минуту. Можно купить такую фортуну. Я говорю, чтобы не звонили по ночам, потому что, во-первых, я занята, во-вторых, это некультурно. Я говорю людям, чтобы мне напоминали иногда просто напоминали. Я говорю людям, чтобы мне личные сообщения не писали, а писали в WhatsApp или Viber, для того, чтобы я имела возможность с ними общаться, им помочь, да. Но, знаете, отсюда зашло, оттуда вышло. Вот говоришь, а все равно делают, как им нравится. Я вообще не могу понять, что это такое. Как объяснить вообще можно. Я тоже рада, Татьяна, здравствуйте. Так, проблема купить черную свечу. Можно ли Можно покрасить свечу, если вы хотите. Спасибо. Но я всегда говорю, можете темную, просто можете синюю. Привет из Баку. Хочу с вами посоветоваться. Можно с вами связаться. Напишите, пожалуйста, на WhatsApp. Я недавно выносила вещи у мамы, решился вопрос работы. Правильно, потому что вы умилостивили судьбу. Про личные сообщения вам на днях я просто не знала. Ну, пишите личные сообщения лучше. Так, далее. Какие ритуалы можно проводить днем? Их очень много. И там, когда я показываю ритуал, я всегда говорю, когда можно провести, какое время. Я настолько подробно отвечаю, то есть настолько объясняю, как нужно, что там уже лишних вопросов не возникает. А камень обсидиан, я уже об этом рассказывала. В прошлом эфире можете открыть и посмотреть. Камень обсидиан в честь римского воина Обсидия назван. Армяне называют коготь сатаны. Инга, расскажите, после ритуала знак ада, когда делаем зеркальный коридор, все пропало. Паревдес. Сейчас шнуракалем. Это на армянском. Нет, можно парафин. Там, где можно парафин. Где воск нужен, я говорю, нужен воск обязательно. Вы поймите, что то, что вы ставите на алтарь, тоже есть некий откуп. Вы уже изначально тратитесь для того, чтобы вас услышали. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас услышали и сделали, как вы просите, вы должны потратиться. Это не такие огромные затраты, зато полученный результат намного больше, чем вы потратили, скажем так. Примирения в семье никакой. С таким вопросом обращаются только к практикам. Вы сами никогда не сможете провести примирение в семье. Меня тоже муж называет ведьмой. Но это к чему вы это сейчас сказали? Может, он еще и по-другому называет. Нам-то какая разница? Вы понимаете, что вы, глупость сморозили на самом деле? Мало ли кто кого как называет. Ведите себя как зрелые люди. Добрый вечер. Можно делать свечи самой, можно делать, Ксения. Если умеете, делайте. Почему? Не обязательно покупать. Почему-то часто так бывает, что если замечаю, какое-нибудь все ушло. Молитовка сильно помогла. Свекровь решила переписать на меня,
Животный скот, хозяйство, хоть и не было хороших отношений. Поздравляю. Мне бы такую свекровь, ну-ка, сюда к нам отправьте. Это к тому, что по ночам ритуалю. Но по ночам ритуалить это еще не значит быть ведьмой. Ну ладно уж, раз называет. Богам, например, фортуне остается и навсегда или носить можно? Можно носить, вы же не ей дарите, вы просто ей дарите, ее украшаете. Это ваше и ее, это ваше общее. Направьте. Я не с компьютера, на самом деле, снимаю. Просто я с телефона. То с планшета, то с телефона. В данный момент у меня с телефона просто очень удобно. Если под кладом перекрыты все дороги на работу, день какого ритуала лучше начать? Ни с какого не начать, а обращаться к профессионалу. Я все время говорю, уважаемые люди, эти ритуалы для благополучия и прочее срабатывают у тех людей, у которых не закрыто все. Если у вас все закрыто, никакой ритуал вы сами не сможете провести, и у вас ничего не сработает. А что там дым над Гекатой? Секрет фирмы. Перед операцией, во время операции. Во время операции никак не проведете, потому что будете лежать под наркозом. Перед операцией можно на удачное разрешение, есть еще тропой змеи, чтобы все получилось как надо. Можно любое обращение, есть там звезда судьбы, есть повернуть лицом судьбу, есть открыть двери фортуна. Их очень много. Я же показывала, где их найти. Просто где можно заказать, но я не могу вам сказать, где можно заказать. Я не торгую ни свечами, ни статуями, ничем. Я вам просто говорю, что и как надо найти и искать. Полно таких, как Самир Али, я такое не пойму. Вот что это такое с этим эфиром, я не могу понять, что происходит. Почему он так себя ведет? По-дурацки. Угу. Венчание с фортуной. У меня нет ритуала с венчанием с фортуной. У меня есть ритуал венчания с удачей. Да, наверное, глюч. Наверное, мне не нужно было загружать по второму разу. Надо было просто нажать и подождать, пока он исправит помехи. Но ничего страшного. Вот, открой двери судьбы. Что я заведую магазином «Ведьмина изба», написала Шнобель. Вернее, ваша мама. О, Боже, как хорошо. Твоими бы устами я была бы рада, если моя мама станет заведующей ведьминого счастья. Реально. Это будет великое счастье для меня, если она станет. Или хозяйка, тем более. Я извиняюсь, снова мой сын. Наверное, он не может найти прямой эфир. Да, сладкий, я тебя слушаю. Ну, в чем дело? Ты должен набрать «Ведьмина изба 3», нажать видео, и ты увидишь прямой эфир. Угу. Ты можешь просто посмотреть. Здравствуйте, Рошель. Ты можешь просто посмотреть, нажать в Ютубе. Пустит. Ну ничего страшного. Попадешь в следующий раз. Попробуй. Несколько сделай попыток. А теперь мне не мешай. Договорились? Пока. Пока. Не может мое чадо попасть на прямой эфир. Не может найти. В ритуалах фортуны не нашла ритуал решения суда в свою пользу. Подсказали, что в ритуалах о фортуне не нахожу. Не поняла. О фортуне очень много. Уже делают пародии на Самира Али, его же подписчики. Ну а чего он ожидал? Знаете, у лжи короткие ноги, всякая там хрень. Писуй проклинает нашу ОПГ. Наконец-то меня сделали вором в законе. Сбылась моя мечта. Черный свеча и так далее. Инга, идея. Откройте магазин эзотерики, будет фурор. Не-не-не, я это все не знаю. Это не мое, товарищи. Это не мое. Купи-продай, я этим всем заниматься не мое, и я не хочу. Мне нравятся все ритуалы. Спасибо. Ваш труд на весь золото. Благодарю, Наталья. Ему просто нужно зайти в «Ведьмина изба 3», где написано «Лайв».
А ничего, найдет. Это не страшно. В следующий раз попадет, я ему объясню. Он все равно после эфира смотрит, все пересматривает. Он уже понял, что даже я его... Да, меня пора короновать. Сын у меня узнал, что я его, оказывается, тайком записывала. Писала делать. Я вам писала делать ритуал черт базарный. Ничего не поняла. Мне делать? Мне не надо делать. Это делать практики для простых людей. Так вот, он понял, что я, оказывается, тайком его записывала. А я не подумала, что он туда будет лезть, смотреть. Конечно, будет. Там, по-моему, два великих мастера, говорят, объединились. Великий Писуй и великий Али Бабаич. Так вот, наш дорогой Писуев использует нашего Самира Али, а тот даже не понимает, потому что Писуев очень подлый человек, если честно, между нами сказать, да? Он, по сути, очень подлый, лживый человек. Это человек, который готов на все. Если он хочет гнуть свою линию, он ни перед чем не остановится и ничем не гнушается. Он будет и врать, и всякое-всякое. И вот он предложил, видимо, давай вместе сейчас сделаем. И он не понимает, что Писуев сейчас будет перетягивать всех остальных, оставшихся верных в свою сторону. А потом точно так же этого Али обольет помоями, как и всех остальных. Он же вначале шнабак там по-всякому опустил, потом снова подружился. Да, точно. Ладно, подмечено. Вот, пошли или пришли, но пока я обсуждаю, считаю нужным. Так вот, и вы знаете, я вам еще раз говорю, вот кто-кто, но Пичуев, он очень подлый человек, потому что человек, который так грязно врет, такие вещи сочиняет, это человек действительно... Но я не удивляюсь, если человек рос на улицах, никому не нужен, неинтересный, понимаете, он... На все был готов, чтобы выжить. В нем натура у него такая подлая, да, он очень подлый человек. И он настолько дурак, этот товарищ другой, что он не понимает, что сейчас этот вытянет из него все жилы, и он просто пользуется случаем для того, чтобы хоть что-то для себя урвать. Самая большая ошибка Альюшки была, да, вот, Самир прячется за спину Писуева. Ну, нашел он опору сначала в говногруппе, теперь у Писуева, но это вообще ОПГ. ОПГ – это организованная преступная организация, Алина, если ты не знала. Не оппозиция. Это организованная преступная организация. Вот мы сейчас ОПГшники сидим и разговариваем с вами. Коронуйте меня срочно. Я пару татуировок себе сделаю на лоб. Ну, дебилизм, реально. Да, группировка, вот. Ой, ну, сборище, я бы сказала, быдло. Вот просто ничего там нету нормально человеческого. Ну, поскольку я обещала, да, мастера стоит достойного оплаты, а если дороги перекрыты, все-таки может двинуться. Вот именно пользуется вашей алчностью и нежеланием ценить чужой труд, мастера стоят достойной оплаты. А может, я сама сделаю? Ну, сделайте, попробуйте. Года через 3, если вы сможете это пережить, может, у вас чего-нибудь и получится. Кому верить, непонятно. Каждый прав в свою пользу, но и только безмозглый человек может сказать, что каждый прав. Как говорил фараон Тутанхамон, правда одна. Нету каждый прав, понимаете? Только безмозглые люди так говорят. И все ругаются, и все вот почему так делают. Еще раз говорю, это политика зашуганных людей. Почему все ругаются? Они все ругаются, все вот такие сякие. Вы знаете, вот именно из-за таких людей, как правило, совершается преступление в мире, потому что достойные люди никогда не говорят, ну почему это, зачем это надо? Вот это все равно, как человек умирает, да, проходит мимо. Ну зачем это надо? И так далее. Можно ли статую Люцифера держать в доме, если я не практик? Нет, нельзя, никак нельзя. Если вы не хотите, чтобы это вам плохо обернулось. Так что будьте любезны, может, вам все равно на все, и вас все устраивает, но у меня нет. В Московской синагоге продается книга с молитвами, благословениями, которые Самир использовал. Думаю, в мечетях тоже прибрал. Ну, конечно. А там не надо эту книгу покупать. И достаточно в интернете очень много молитв и заговоров, и просьб. Полно. Светлана, здравствуйте. Хель у бабки опасно? Конечно, опасно. Ты же видишь, что она тронулась уже, крыша поехала.
Хелет, она же разрушительница. И если ее трогает человек непосвященный, ну очень много. А где эта пародия на Самира? Автор пародии все метко подметила. Я не видела еще эту пародию. Киньте мне как-нибудь, как там его, ссылку на это дело. Так, далее. Какие еще вопросы по ритуалам? Нет, нельзя дарить свою фортуну, если купили новую. И нельзя делать таким образом, чтобы, знаете, это старая фортуна, это новая фортуна. Вы приобрели, она вас полюбила, она ваша. И если вы туда-сюда, вы понимаете, вы даже не понимаете вот смысл этого всего, потому что это не тот случай, когда вы, знаете, новый телефон купили, старый подарили друзьям. Фортуна, она... Вы ее приобрели, это часть вас, и она будет работать и помогать вам. Если вы по истечению срока другую покупаете, это дарите кому-нибудь, у вас никогда ничего не будет. Никогда не будет. С таким пониманием фортуны я поразилась прямо. Скажите, дело ритуала, я чувствую усталость. Почему от ваших ритуалов подарок, чему я очень рада. Я тоже рада. Объясню, почему усталость. Силы уходят. Вы постарайтесь перед ритуалами поесть что-нибудь сладкое, чай попить, чтобы у вас была сила. Силу забирают. Если забирают силу, значит получается. Конечно, они же сильные очень. Вы понимаете? Опять плохое соединение. Если сейчас опять начнется эта ерунда, снова загружу. Не видела я эту пародию, и она мне не интересна, если честно. Почитание кормлений предков, я уже говорила об этом в ритуале «Алтарь предков». Почему нужно это делать? Почему нужно их благодарить, почему нужны определенные ингредиенты, чтобы поставить на алтарь, чтобы вызывать, чтобы ставить свечу и так далее. Мы отдаем им определенную силу, энергию, благодарность за то, что они нас охраняют, за то, что они есть, и за то, что они вообще создали в этом мире. Несколько фортун можно покупать, просто одна из них всегда будет любимой. Да, усталость должна быть, дорогие друзья. Не может так быть, чтобы все было хорошо. Ну, смертельной усталости не будет, чтобы вы прям падали. Со временем сильнее уже вы привыкнете к энергии, она уже не будет вам ничего делать. Сколько раз читать ритуал о помощи ведьмы Инги? Вообще-то не так часто. Так боюсь, если замечаю какой-то нехороший у других, через некоторое время это же случается у меня. Подскажите, как избавиться. Это у вас уже психологическая проблема. У вас страх, чтобы и у вас такого не было. Ритуалы работают на 1000%. Последний раз дочитывал на коленях, сил не было. Супер ритуал. Иногда бывает, что я тоже устаю и что-то мне нужно. Я просто так скользь делаю и работает. Но я вам скажу, да, они друг друга отравляют, это точно. Но я вам скажу, что... Я-то да, я другой случай. Тоже верно. Нашли друг друга два одиночества. Купила фортуну, сидящую на камне янтарь, дочь на пол раскололся. Плохо, что вы даете детям на руки такие вещи. Нельзя так безалаберно и легкомысленно к этому относиться. Она может очень сильно вас наказать. Никак нельзя. Так, далее смотрю, что там написали. Пока еще не показывается, сейчас откроется чат. Черные свечи не горели, плавились. Странный парафин, скорее всего, краска дает такой эффект. Это нормально? Да, нормально, в принципе. Все вроде опять открылось. Что-то с этим прямым эфиром сегодня не то. Демоны, демоны. Две фортуны. У меня этих фортун, товарищи, 6 штук. Но больше всего любимая, самая первая, самая простая, самая обычная фортуна. Я всем говорила, берите самую обычную. Тормозит, тормозит. Можно подарить фортуну сыну. Если вы ей не пользовались, можно. Вот именно, они энергию тоже берут, конечно, как дар. И такое есть, согласна. Так, далее. Свеча плакала, очищала вас. Да-да, я поняла, что помогают. Я поняла уже.
Вот именно. Свечи и прочее нельзя вообще отдавать людям, даже членам семьи нельзя. Они уже насыщены определенной энергетикой. Нельзя, они могут быть наказаны, понимаете? Нельзя относиться легкомысленно ко всему этому. Да можно фею держать с крыльями, почему бы нет? Как от гостей защитить фортуну, чтобы не трогали? Просто скажите не трогать ничего, что не ваше. Сделала ритуал на работу, через 10 дней предложили работу. Я в изумлении. Очень хорошо. Сложится ли отношения с коллективом? До меня были проблемы с другими работниками. Если вы через фортуну получили эту работу, то сложится. На первой трансляции начали говорить о каких-то частей, из каких частей состоят ритуалы. А я еще раз повторяю. Призыв, просьба, слово «ключ», благодарность, заключение и откуп в конце. То есть вы призываете эту силу, просите, да, это к тем ритуалам, которые уже есть, готовы, вам даются. Ритуалы – это, понимаете, как рабочие ритуалы говорят о том, что они отданы именно силами, потому что силы знают, как к ним нужно обращаться. Они сами диктуют правила для обращения к ним. То есть ко мне нужно обращаться таким образом. Да? Есть, например, дворцовый этикет. Вот если вы идете к там высокопоставленному человеку, вам нужно вот так обращаться, такими словами, так говорить, то заполнить, здесь там подписаться и так далее. То же самое означает, то же самое касается и ритуалов. Если вы обращаетесь к этим силам, то эти силы сами говорят через человека, каким образом они хотят, чтобы к ним обращались. Что сказать, как закончить, как завершить. И закреп. Слово закреп в конце. Да будет так, заклято, амин. Это закреп ритуала. И чем откупиться за этот ритуал? То есть, и если эти ритуалы рабочие, значит, да, по плодам их узнаете их. Если эти ритуалы работают, значит, этот человек дает вам эти ритуалы не от себя, а через этого человека передает те сферы, те силы, которые хотят вам помочь. Вот, собственно говоря, и весь сказ. А все остальное можно, каждый может там тарелки пластиковые поставить, сказать, что ритуалит. Это ни о чем не говорит. И пару слов там перевести через Google переводчика на арабском, где будет сказано, пусть у меня все будет хорошо. Читайте 15 раз. Хочу вышить фортуну. Нужно ли просить ее разрешения? Можете вышивать и так. Она будет рада. Подарила знакомой фортуну, она сварила кофе, провела ритуал и потом написала мне, она в шоке, что кофе испаряется на глазах. У меня так же. Да, испаряется. У вас статуэтка... Извините, я не поняла. Еще раз провожу ритуалы. Вчера после ритуала тяжело отходила, сработала. Да, смотреть, что проводили. Можно снова вопрос? Трансляции прервалась, ответ не услышал. Давайте еще раз. Можно ли верующим делать ваши ритуалы? Господи. Церковь, конечно, не разрешает ничего проводить, потому что церковь делает бизнес на смерти. Когда рука шевелится у Гекаты, может быть, говорят, что мои статуи иногда шевелятся. Некоторые люди боялись здесь сидеть. Такое может быть. Ощущение, что они живые. Подгружается. Скажите, если пришли гости и увидели фортуну, можно ли им трогать? Нельзя ничего трогать того, что вы будете проводить, посвящать богам. Так вот, церковь делает акцент на смерть. Мы же делаем акцент на чтобы вылечить, вывести из этой ситуации, спасти. Ткань на алтарь должна быть натуральная. Ну, желательно, чтобы натуральная ткань. А из чего еще ткань? Шевелится. Да, она шевелится. Есть такой. Такой момент есть. У меня часто бывает, что шевелится. Так вот, дорогие друзья, если человек умирает, то постоянно заказывают 40 уст, панихиду, приходят там, покупают свечи, ставят, приходят еще то делает, это делает и так далее, и так далее. Можно использовать землю для ритуалов, купленную для цветов? Нет. Если вы помощь родной земли, то нет. Так вот, а ведьма делает акцент на спасении человека.
А церкви это невыгодно, потому что сорокаусты, то это, то панихиды. Это все деньги в карман церкви. Доброе главное время проведения ритуала, точность выполнения, внимание происходящему, настрой человека. Что влияет на результат? Настрой. Настрой и вера в это. Не говорю, что вы слепая вера, но вот вы делаете, спокойно отпускайте эту ситуацию. Она должна получиться, и она получается. Если сделать и переживать, сидеть, что ну когда же, уже где, вот 5 минут прошло, 10 минут, у вас не получится. Сделайте, забыть об этом. Все сделали и пошли спокойно. Папка любит 40 уст заказывать, на меня обещала. Да хоть 40 уст, хоть 50 уст заказывай, это ей не помогут. Скрип дверей бывает, да. Бывает, часто у меня двери открываются. Иногда Пуся открывает, я вам честно скажу, но не всегда. Иногда сами по себе. Вышивала фортуна, она тоже поможет в ритуалах. Ну, если вы с такой душой вышивали, где-то какая-то энергия от нее будет идти. У меня часто бывает сбой настроения, часто плачу, плохо на душе. Скажи, какой ритуал мне провести? Забыть боль прошлого. Вы плачете, потому что вы человек, который все время вспоминает прошлое, вы этим живете. Какой ритуал можно сделать, чтобы карточки разблокировать? Никакой. Это финансовый крах, закрытие дорог, и одним ритуалом тут ничего не исправишь. Ну, она же к святым, к попам еще собиралась, бабуська. Вроде попы ее послали куда-то, не знаю, на остров Чингачгук. И теперь она что-то еще хочет, непонятно что. Скрипы, стуки, да. Как можно почистить рунные бусы, если потрогать чужой человек? Вообще рунные бусы и руны носить просто так нельзя любому человеку. Непонятной боли в животе раз в полгода, что это может быть. Это не тема ясновидения. Поэтому мы пока не смотрим, что у кого может быть. Да, все оживляется, потому что очень большая энергетика. Папка слушает, наверное, трансляцию. Конечно, слушает, как же ж. Она же... Я же смысл ее жизни и существования. Как же? Это же как же без меня ей жить-то? Один алкаш есть, и тот уже еле живой. Если вы приснились, держа полотенце, что это означает? Это означает, что грянут определенные трудности. Полотенце к этому снится. Как открывать дороги, чтобы работали ритуалы? Здрасте, приехали. Вы не откройте дороги, вы же не ведьма. Они все слушают, да, конечно. Скажите, почему карты не советуете, гадаете, гадание? Гадание не советую. Потому что любое обращение к этим силам за любым ответом чревато последствиями. Потому что если у вас нет разрешения трогать эти силы, то вы можете за это быть очень сильно наказаны. Люди, которые гадают на картах, не имея на то особого разрешения, они всегда останутся одни. Вы не слышали никогда, что часто бывает, что для того, чтобы она вышла замуж, мать прячет карты, чтобы она не гадала, не смотрела. К чему снится ведьма и кладбище? Ни к чему хорошему. Какой-то катастрофе. Что на вас что-то наводит, и причем вас туда зовут. А трудности эти можно пережить? Какие трудности эти? Ну, можно, наверное, вам просто дают подготовку. Песчаные часы сами разбились, на пол кинулись. Ну, что это означает? Что что-то есть. А как разрешение получить? А никак не получить. Вы с этим должны родиться. Просто так никакие разрешения никто не получает. Нету специальной канцелярии. Эти все школы магии, эти все специальные сертификаты, дипломы, это все для дураков. Рык зверя, это означает, что у вас поселилось некто, кто вам очень не рад. Кто должен дать разрешение для работы сторон? Никто. Это должно быть внутри человека. Это можно получить. Это не можно получить ни у кого. С этим рождаются люди дорогие. Не становятся ведьмами, не учатся быть колдунами, не учатся смотреть на картах. С этим рождаются. Это внутренне. Если вы такой вопрос задаете, значит, вы с этим уже не родились. Моя дочь сердится на меня. Он пошел к отцу, он прожил уже 2 года, не встречался со мной. Какой ритуал мне можно сделать, чтобы решить эту ситуацию? Никакой. Я еще раз вам говорю, уважаемые люди, еще раз повторю, я сюда не пришла для того, чтобы вам какие-то ритуалы раздавать и говорить, какой ритуал я буду вам дарить или что. Если передаю, значит можно. Откуда вы знаете, что вам передали что-то? Сейчас все говорят, что им что-то передали.
Понимаете? Сейчас все говорят об этом, чтобы оправдать свой интерес к магии. Через некоторое время это наскучило, они пошли, подались в певцы. Через некоторое время они в каких-то реалити-шоу и так далее, и так далее. Я в общем говорю. Да, в общем вы правильно говорите, если передали. Но не всем это передают. Редко кому. Краем глаза волка. Скажите, недавно видела краем глаза волка. Это вы мне вопрос задаете? Я не очень поняла. Еще раз скажите и объясните, пожалуйста. Кстати, да, снимок нечеткий, потому что сами понимаете, кто перед вами стоит. Когда мне везли ее, человек сказал, что он чувствовал, как будто в этой коробке некто живой. Он прям даже боялся ее. Так, далее пойдемте. Все бабушки, прабабушки ведьмы, знала с детства, практикую, учу кабалу в Иерусалиме. Там, понятно, получилось, у ведьмы ведь нет религии, это пойдет параллельно. Ну, смотря какую... Вообще, в течение долгих лет мы практикуем все. Пока что я могу сказать, что вы еще не определились, и вам, может быть, это и не нужно будет со временем. Если нет денег на мастера, значит, ваше спасение еще не пришло. От Гекаты идет такая энергия, да. Нет, я бы не сказала. Где я заказываю атрибутику, вам нечего знать. Это атрибутика ведьм, а вы не ведьма, и вам это не нужно. Благодарю, Елена. Вот, что именно по ритуалам. Я уже сбилась с толку. Так, далее читаю. Чат пропадает, и сегодня немножко трудно. Так вот, если у человека есть спасение, если человека хотят спасти, ему дадут и средства, и помощь. Потому что Вселенная, она очень разумна. Если вам это не дают, значит, вы пока это не заслуживаете. Коротко и ясно. Поэтому, когда мне говорят, а что делать, а если у человека нет денег, я говорю, пожалуйста, сделано 1 000 000 ритуалов, которые подарены. И сказано, если у вас нет возможности, вот сделайте эти ритуалы, и они вам помогут. Вы знаете, сколько раз было люди, сколько стоит ваш прием, ритуал открытия денежного канала? Канала нет, каналы, знаете, где открывают. А все остальное, вы знаете, я не трусами торгую, чтобы сидеть, сейчас вам меню выставить, сколько это стоит, чего это не стоит. Такие вопросы не обсуждают, это вообще некорректно, это во-первых. Во-вторых, каждый человек расплачивается по своей возможности. Так что это мы здесь не обсуждаем. Так вот, уважаемые люди, было много случаев, когда человек говорил мне, что нет возможности. Я потом говорила ему, какие ритуалы делать. И вот они есть у меня на канале, несколько каналов создано специально для вас, для того, чтобы возможность появилась. Человек это делал, после чего через несколько дней ко мне обращался. Говорил, что ему долг вернули, что у него внезапно заработок получился и так далее. Так что, дорогие товарищи, ритуал действует на 100%. Да, действует. Спасибо большое, что написали об этом. Так что, уважаемые люди, что касаемо того, а что делать, если нету денег, нет возможности, никто не обязан за вас расплачиваться и отдавать, знаете, свое здоровье, свою жизнь только за то, чтобы... Нет, сейчас уже не за жены. За то, чтобы вы спаслись. Поэтому никто вам не обязан, не обязывайте никому. Есть люди, которые лицемерно начинают вам, вот это нужно мне купить, то нужно. А есть люди, которые честно говорят, мой труд стоит столько-то. Нет возможности, делайте ритуалы, они вам тоже помогут. Помогут очень сильно. Фортуну, значит, советую. Инга, через какое время срабатывает ритуал на работу? У каждого по-своему. Нельзя сроки ставить определенно, сидеть и ставить какие-то сроки. Вы не можете приказывать этим силам, когда что вам делать и прочее. Так вот,
Фортуна. Есть сайт московский, Дом подарков. Там могут быть. Спасибо за ответ. Хотела бы знать, как могу решить проблемы с дочерью. Я вам еще раз говорю, здесь не ясновидение. Здесь не тема ясновидения, вопросов и ответов. Сейчас иная тема. Абсолютно. Если кто меня не слышал, может быть, услышит уже. Делая ритуалы фортуне, появляется внутренняя уверенность, что все будет хорошо. Когда вы несколько раз делаете эти ритуалы, понимаете как? Сначала дают немного, потом дальше. У вас появляется спокойствие. Вы начинаете верить, что все поменяется. Когда у человека есть спокойствие, он отпускает страх. Так, мама кошелек за 1100 километров потеряла на работе экспрессом без алтаря. Попросила, нашлось, видимо, да? Утекло, убежала. Можно использовать книги Натальи Степановой «Простому человеку». Нет, не советую, потому что там есть очень много чего, что вам не нужно делать. Дедушка моего мужа повесился 10 лет назад, умерли и так далее. Я ничего не поняла. Причем дед вашего мужа, который повесился? Что значит, что он разговаривает с президентом страны на вечеринке? Это плохо. Он нашелся, вот и хорошо. Это плохо, потому что люди такого уровня снятся к плохим переменам в жизни. К ссорам каким-то, к конфликтам в семье. Вот о чем я рассказывала. Вот меня сбивает. Так вот, уверенность появляется, исчезает страх перед нищетой, перед безденежьем. А когда страха нет внутри, понимаете, то уже вот это спокойствие, оно дает больше результатов. Благодарность плюс мыслеформа помогает при результатах правильно, да, и мыслеформа, и спокойствие, и уже уверенность в том, что завтра все будет хорошо. Мне подарили ноутбук хорошего качества и дорогой, поздравляю. А теперь давайте, дорогие люди, поговорим о результатах. Вот кто делал и что у него получилось. И каким образом. Да, очень благодарна за это. Спасибо. Кто делал какие ритуалы, каким образом это получалось? Давайте поделимся между собой этой информацией. Она все-таки ценная для тех людей, которые собираются это делать. Сегодня эфир постоянно вот прерывается, поэтому у меня уже мысли улетели. Сегодня при наказании работодательницы на ритуал «Рука справедливости». Получилось? Прекрасно. Римский спасает от растрат. Да, у меня делали на деньги, я долго сплотила. Долги расплатили с долгами. Вот отлично. Делала фортуне, у меня свеча как магнит к ней тянулась. Делала подарок судьбы. Решился вопрос вечером. Среди ночи пришел ответ, что исправят ошибку, как я и просила. Получилось, да, вытяжку чисто всей столовой. Ну да. Делала ритуал на желание, подарки получила. Книги Инги, очень хорошо. Армянский заговор Виганеша вызывает максимальные премии. Очень хорошо. Очень действенный ритуал на быстрые деньги. Очень быстро продала квартиру. Благодарю. Пожалуйста, на здоровье. Делаю почти неделю ритуал. Результат не заставил себя ждать, потому что так крутит, вертит. Не поняла. Я делала от злых языков у одной. Что случилось? Угомонилась она. В общем, я читал заговоры Барри Бахт, решился договор быстро. Очень хорошо. Ну подождите, ваша привыкает к этому. Делала римский ритуал, муж подарил дорогой подарок. Спасибо мужу и римскому ритуалу. Сразу пришел неожиданный результат. Делала ритуал дух порога, никто в чужой дом не заходит. До тех пор, пока я сама не скажу, то заходите. Да, это есть. Сдала экзамен, я сдала экзамен, сейчас пишу с другой стороны. Молодец, умница. Делаю регулярно ритуал фортуны, при этом вот не успела. Делала фортуна, откроет двери, отпуск на месяц с семьей съездила, финансовые деньги разрешились. Очень хорошо. У меня получается чистки и так далее. Вот и все уже пошло. А этот ритуал с таном 9 килограмм нету, да, помогает. Габонди, жилье и повышение получили. Очень хорошо. Ритуал от депрессии сработал за 24 часа. На порог дома спокойно стал. Дело на сексуальность, все работает. Мужчины взгляд
отовсюду и знакомятся. Кстати, дух порога очень вам поможет, если вы переживаете, что у вас там рядом не очень хорошие люди проживают. Делала на черного кота, нашла работу, да? Алена, еще раз напиши, не увидела. Сдала экзамены, учусь в университете в Мюнхене, очень хорошо. А можно делать ритуалы, купить лотерею сразу? Нет, не можно. Халявные деньги не дают духи и не любят людей, которые за халявой гоняются. Свою подняла на неделю бригаду до начальника цеха за неделю. Ух ты! Мне тоже надо провести тебе. Ритуал станом делать на убыль? Нет. В любое время можно делать. Делала защиту дома, никто лишний не подходит. Большое спасибо за труд, очень приятно. Когда приготовляла алтарь, жду результатов. Не очень поняла, но сейчас, что вы думаете о чистке на воск? Я думаю, что это самые азы магии, самое начало, самые кустарные методы. Ритуал от лени сразу после изгнать бедность работают. Я вам скажу, как сделать. В школе на ребенка 100% работы. Стать невидимкой на работе теперь носит с собой каждый день. Ему помогло. Да. Люди дорогие, если вы хотите, чтобы они хорошо срабатывали, время от времени проведите зеркальную чистку, потом чистка дома, потом сжечь бедность или изгнать бедность, а потом ритуалы на удачу. Вот если вы в комплексе это будете проводить, у вас увеличится намного удач. Делала увеличить сексуальность, было так, на творчество, взгляды со всех сторон. Под софитами словно. Очень хорошо. Шикарный ритуал. Изгнать бедность, да, помогает. Обсидиан оживил дом. Был бы пожар, если бы... Вот дальше не прочла. Ритуал с красной ниткой на быстрые деньги. Тоже супер работает. Да. Как стихи. Ну а что делать? Нужно, чтобы ритуал был приятный, интересный и разнообразный. Делала на продажу квартиры. Дизлайк, бабусик поставила. Ой, ну пошла она в задницу. Извините за выражение. Даже не хочу про это дерьмо вспоминать. Тропой змеи очень результативный. На чистку зеркалами поделитесь, пожалуйста. Вот спрашивает Ирина. Сегодня делала ритуал с маятником. Рука стала тяжелой, маятник очень сильно крутился. Можно маятником делать на денежки, стянуть. Советовали мелочь через левое плечо выкупить на перекрестке, и перемены есть. Смотря какой откуп, потому что там откупы тоже разные от разных ритуалов. Бабуся пошла на вон. Делала от проверок, ревизии, и третий раз проверка мимо нас. Вот и хорошо. Но всему свое время. Зато вы теперь понимаете. Я делала, Маргарита вам говорит, как открыть дороги, вы сами не откроете. Вы еще не поняли из моих всех роликов. Грузинский ритуал на грузинском срабатывает, конечно. Читала от вампиров, обходят меня стороной. Дайте дизлайки, они всего лишь накручивают. Уважаемые люди, еще раз говорю, есть ритуалы для практиков, есть ритуалы для простых людей. Почему для простых людей и для практиков делится ритуал? Объясню еще раз для тех людей, которые только присоединились к нам и еще не понимают, почему так, а не иначе. Итак, в древние времена люди приходили к богам для того, чтобы получить помощь, деньги, удачу, да, и так далее. Так вот, они приходили к тем богам, которые относились к сфере удачи, к сфере денег. Для них не обязательно было присутствие жреца, скажем, да, в этом деле, потому что считалось, что человек может обратиться к этим силам, поскольку они дарят удачу, деньги. То есть это не темная сфера жизни, это не сторона темного хаоса. А когда вам нужно убирать из жизни защита животных, очень хороший результат. Работают на все ваши ритуалы, которые делаю, прекрасно работают. И благодарю, спасибо. Так вот, к богам темной сферы, когда он сделал на черного кота, работу вернул своему работодателю, приехал ко мне домой, попросил прощения. Ух ты, ничего себе, Алена, тот самый мужик попросил прощения. Представляете, что? Вот, а вы переживали. Я же вам сказала, успокойтесь. Армянский ритуал, который начинается драм. Драм – это деньги. Работает 100%. Даже смотрите, вот это звучание драм, как деньги, как вам сказать, звон денег, да, денежный звон, кстати говоря. Узелковая магия приходит в течение недели уже. Правильно. Вот видите, уже
мои зрители начинают понимать. Вы знаете, вообще мне приятно работать со своей аудиторией. Я всегда говорила, я всегда с опаской отношусь к новым. Да, грохот денег. Инга, можно за ночь не один, а 2-3 ритуала провести. Не жадничайте, вы сначала постепенно привыкаете к этому всему. Да, сказал, что им без меня очень плохо. Правильно сказал, потому что после того, как на него было кое-что проведено, он сейчас будет бояться вообще тебя терять. Так что не переживай. Я когда говорю, делаю, я просто так ничего не делаю, Алена. Так что удачи тебе. Как заставить зятя платить алименты? Уважаемые, ну, никак не заставите, потому что сейчас такие люди. Единственное, можно его наказать, если он так себя ведет отвратительно. Так вот, люди дорогие, я собираю определенный круг, точнее, собирается вокруг меня определенный круг людей, людей интеллектуальных, прошедших в жизни много чего. Благодарю за ритуалы, реально работают. Спасибо. Чистка с зеркалами. Это что-то, только после 3 дня ничего не проводить. Да, лучше не проводить. Лучше очистить себя и некоторое время просто дать отдохнуть своей энергии, пусть она обновится. Слишком уж жадничать тоже нельзя. Да, новая аудитория быстро учится, Диана. Просто, понимаете как, моя аудитория знает, что есть уважение к колдунам, что нужно здороваться, нужно спрашивать, когда обращаться, как говорить. Потому что, люди дорогие, вы не только меня уважаете, вы уважаете ту силу, которую вы будете обращаться через меня, правда? Потому что если, уважая меня, делаете эти ритуалы, они срабатывают. Если нет, они не срабатывают. Вот, спасибо, Алена. И вам удачи, все будет нормально, даже не переживайте. Вот, дорогие люди, что я хотела сказать, извиняюсь. Ой, так вот, обращаться. Слово «услуги» меня раздражает. Срабатывает быстро на следующий день. Нет ни одного, чтобы не сработал. Сердечно благодарю. Спасибо большое. Какие зеркала нужны? Лучше один большой за спиной, средний можно держать в руке. Так вот, змеи возле фонтана. Там фонтан змеи, как потом так закрутилась, прямо нет слов. Очень хорошо. Я тропой змеи. Я надеюсь, люди-то читают, я не успела. Мужчина, которому я делал ваш ритуал, позвонил 2 дня назад, сказал, я в шоке, это получилось, я не верил. Спасибо огромное за ваш ритуал. Пожалуйста, на здоровье. Ритуал лучше ночью делать или после захода солнца? С уважением. Уже говорила, лучше вечером делать. Но если хотите, можно делать и днем. Хотя сейчас уже темнеет очень быстро. Как избавиться от неугодного человека на работе? Это только обращаться к человеку, который это может сделать. Вы сами не сможете такое делать. Такие вещи, влиять на человека, влиять на его волю и так далее, просто так невозможно. А нужно ли мужа возвращать, пусть гуляет? Ну да. Это я вот про мужа не увидела. За ясные ответы. Деньги, чтобы я руку прошли, богатым стал. Золото, серебро, чтобы я был богатым. Просил перевод, кому интересно. Это где, это чего? Имеешь в виду армянский перевод? Ну, не совсем точно, но примерно такой же. От неугодных на работе ни один не стоит подобрать. Надо, да. Ритуалы делаю, работают все очень довольны, увеличиваются доходы. Скатерть поворачивалась, деньги закручивались, кофе уменьшалось быстро. Сейчас вообще спокойно стало. Да, примерно так. Да, Лиль, ну, примерно так. Так вот, о чем мы говорили. Ты воспитываешь эту аудиторию. Ты показываешь им, как правильно себя вести, как правильно делать, как правильно обращаться. И эта аудитория начинает понимать и приблизительно уже, в принципе, вникает в это дело. Уже все. Эта публика твоя, понимаете? Ты уже объяснила этой публике, как что надо делать. Она уже поняла, и у нее все получается. Помогите мне помириться с мужем, какой ритуал сделать мне? Никакой ритуал не сделать вам. Вам самой такие ритуалы не проводить. Это нереально. Я тоже стараюсь проводить. Иногда бывает опаздываю. Итак. Так, расплачиваются ли чем-то люди за ритуалы для всех? Нет. То, чем вы расплачиваетесь, я говорю, то мелочь отнести, то благовоние, то купить для алтаря. Это и есть ваша расплата и благодарность духом. Чего? Все, я не поняла. И потом приходит новая аудитория, которая тебе: здравствуйте, а услуги почем? А сколько стоит вот это делать? А скажите мне вот это. И ты начинаешь по новой говорить: уважаемые люди, вы приходите к человеку, у которого есть сила.
Просила помощи у силы Инги, не только пришли силы, осознайте, через 3 дней причина была четко показана во сне ночью и так далее. Дальше не прошла. Благодарю вас, ваши силы и силы вашего рода. Спасибо большое. Вы говорили, что ритуал подарите новый. Ну что за глупости, Сергей, вы несете реально просто. Их 1000, недостаточно вам. Нет, можно читать. Не обязательно наизусть учить. Вы все это наизусть не выучите, и смысла нет. Потом новой аудитории ты объясняешь. Уважаемые люди, есть ритуалы, которые можно делать простым людям, потому что в древние времена серебро, если там сказано о золоте, значит золото должно быть. Замучили их, принимают по знакомству. Что делать теперь, что замучили? Значит, обращайтесь, расплачивайтесь за эту работу, и вам проведут то, что надо. Так вот, за деньгами, за помощью, за удачей, обращаясь, вы платите определенной энергией, силой и определенными суммами. Когда вы обращаетесь к темным силам, когда это зависит уже от более темных сил, когда вы хотите создать новое дело, когда вы хотите расправиться с врагом, когда вы хотите найти любовь, когда вы хотите убрать смертную порчу на себе и прочее, прочее, вы обращаетесь только через людей, которые это умеют делать. Потому что вы сами, если это тронете, вам будет плохо. И люди, которые вас крутят, вертят вами, как правило, они делают акцент на жадность человека. Ну вот, сказали мне, там пластиковой бутылкой можно, одной свечой можно, я вот проведу, и все будет хорошо. И вот эта жадность человека и скупость, она приведет его к большему краху. Так что если хочет Вселенная вас спасти, она даст вам и возможность. И это доказанный факт. Еще бы найти настоящих ведьм. Ну, ищите, может, найдете где-нибудь. Мне слов нет. По ночам домашние спят. Ну, спят, ничего страшного. Вы же не будете орать в микрофон. Вы же шепотом проводите. У вас есть Facebook? Да, но очень редко туда захожу, если честно. Можно в WhatsApp, почему бы и нет? Одноклассник хотят заблокировать. Господи, там оно уже неинтересно давно, чего блокировать. Скажите, пожалуйста, монеты 13 денег по номиналу и цвет тут следует. Все, я уже не... Смотря где, в каком ритуале. Я говорю же, какой металл лучше использовать. Поэтому, смотря где, я там все объясняю. Но если хотят мелочь отменить, отдадите купюрами. Что теперь делать? Вам же нужно. Уединяюсь, закрываю дверь. Да, правильно. Вы концентрируетесь на этом всем. Ой, в перископе. Мне еще этот перископ надо еще осваивать. Я даже не знаю. Ритуал на похудение. Беру кефир. Нет, кефир не стоит. Надо тан. Сделайте из этого кефира тан. Он лучше сработает. Кефир не тот. Но если помог, значит хорошо. Далее. Дайте мне основные вопросы по ритуалам. Я детей не допускаю к ритуалам. Однажды муж случайно увидел порчу, она не сработала. Кошки, собаки тоже не входят за порог моей комнаты. Правильно, нельзя. Нельзя. Это таинство. Не нужно, чтобы все смотрели, все видели. К этому нужно относиться очень серьезно. И вообще эти силы не любят подобные вещи. Они могут разозлиться. К сожалению, из-за вот таких вот дешевых существ люди немножко начали относиться очень легкомысленно и неуважительно к этим силам, и за что и наказывают, собственно говоря, постоянно. Так. Перископ я не умею, товарищи. Я не знаю, как там проводить нужно и что надо. Ну, изучу, может быть, когда-нибудь. Ну, сейчас еще этот перископ осваивать, ну, я с ума сойду. Еще и придурков перископа теперь успокаивать. У меня сил нет. Мне Ютуба хватает вместе с Писуевым. Ой. Тоже наблюдает только за порогом, не смеет зайти. Да, кошки это видят. Кошки видят определенные вещи и силы. Так. Инстаграма. Ну его к лешему. Так. Если не надо перископ.
Правильно, пока еще не хочу. Кстати, ритуал с откупом невидимой силы очень помог. Спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Дорогие люди, скажите мне, пожалуйста, там дураков в перископе много. Ну, тем более, еще мне нервную систему туда потратить. Почему про мелочь бред кассиры говорят? Вы знаете, мне кажется, сейчас мир сошел с ума, и все что угодно может быть, собственно говоря. Я не удивляюсь. Так что, товарищи, это неудивительно. После проведения ритуала вызвать музу оставила сладость, ребенок умудрился сладости съесть. Но ничего плохого не будет. Постарайтесь, чтобы не видели дети. Плохого-то не будет. Поставьте как бы новую сладость, но постарайтесь, чтобы они не трогали. Нежелательно. Всем добрый вечер. Скажите мне, пожалуйста, Писуевы туда не попадают? Там свои Писуевы есть. Уверяю вас, везде есть дураки. Везде есть дешевые люди, которые очень хотят нагадить на кого-нибудь и что-то там, не знаю. Как я сяду за ритуал, то один ребенок проснется, оплачет, то второй. Какая-то сила противится. Ну, проверяет вашу решимость. Собаки могут быть, да, при денежных ритуалах. Это не страшно. Просто вот более темные ритуалы, конечно, лучше животных не допускать. Теперь задайте, пожалуйста, а номер для СМС у вас на сайте годится для WhatsApp? Да, конечно, это и есть мой номер. Так, уважаемые люди, давайте постепенно закругляться. Задавайте мне последние вопросы касаемо ритуалов. На зеркальную чистку нужен откуп. Когда все пройдет, откупитесь, оставите старые вещи или деньги внизу за порогом. После работы довольной рожей. Да-да-да, вечер добрый. Сошел, смотрю разговор о животных. Если на моей кухне живут шиншиллы, мне их вынести нереально. Что делать? Да ничего страшного с ними не будет. Просто смотря, какие ритуалы вы проводите. Как за летающим чем-то. Фортуне носится и начинает по ком. Ну, вы же приглашаете про Пусика. Пусик у меня уже 3-й год. Эта собака была в самые трудные моменты моей жизни. Я хочу сказать, что животные нам просто так не даются случайно. Они в нашу жизнь приходят в тот момент, когда мы особо нуждаемся в помощи, нам особо нужен друг и кто-то рядом. Все, я про черного кота уже ответила. 100 раз не буду отвечать. Черного ритуала, черная свеча погасла, и что это значит? Вам черные ритуалы проводить незачем, стеуф и так далее. Да, он всегда светит фонарем, это точно. Собственно говоря. Просто так нам животные не даются. Они наши друзья, очень близкие друзья в трудную минуту. К вам можно обратиться и написать СМС. Да, но учтите, что мои консультации платные. Я просто так не отвечаю. У меня нет времени на всех подряд. Нет, не можете. Перенесете на себя. Грыжи вообще заговаривают профессионалы. При каких ритуалах, например, тропой змеи, например, зеркальные чистки и так далее, нельзя держать, потому что может перейти на них. Мопс? Ну да. Смотря какой ритуал, чтобы он не был там рядом. После ритуалов на следующий день чувствую очень болезненно. После каких ритуалов? Вы у меня не были в подписках. Я что-то сомневаюсь, что вы вообще что-то делали. Можно благодарить, положить рядом украшения, монеты, купить что-нибудь красивое для их алтаря. Вот так и благодарить те силы, которые рядом с вами. Спасибо. Дело в том, что, я еще раз говорю, что не фортуна сходит туда, к вам, на алтарь, а определенная сила, которая приходит от нее, чтобы вам помочь, чтобы вас услышать. Вот кто. Пожалуйста. Если есть вопросы, задавайте, потому что сейчас постепенно этот эфир не очень хорошо работает, поэтому начинает меня раздражать.
Кот тяжело достался, он был очень маленький, чуть не помер. Да, это не случайные люди. Иногда бывает такое ощущение, что ты начинаешь понимать, что, знаете, вот эти масенькие, они умнее человека, они что-то понимают, они угадывают наше состояние, они нам помогают, они, может, за нас и просят. И есть у меня ритуал, да, помощь любимца. Через любимца просить у сил помощи, потому что у них больше доступ к этим силам, чем у нас. Они видят, у них открытое видение. Низкий поклон, всех благ вам и вашей семье. Спасибо, Алена. И тебе того же. Сын говорит, что в общежитии домой бушует, как его задобрить. Домовой бушует. Молоко оставить, хлеб поговорить, попросить. Не обижать, не свистеть, не кричать. Домовые обычно нервничают, злятся из-за того, что там крики, ор, мат, перемат и так далее. Ну вот так делаю беседы. Что делать? Вот. Правильно, что шепчешь, потому что, говорю еще раз, животные, они видят потусторонний мир лучше нас, и у них общение с ними налажено, они к ним обращаются. Если вы заметили, собаки и кошки всегда знают, когда умрут. Они уходят от дома далеко и умирают. Кто-то же им говорит об этом, правда? Ремонт не любят, да, тоже. Украшения, которые на фортуне носить, самой же нельзя. Можно носить, это ваши общие украшения. Просто вы ее тоже украшаете для того, чтобы показать свое особое уважение и благодарность. Силы разные, это одна и та же сила, если идет от фортуны. Вы знаете, домовому можно все, что вы считаете правильным для вас, потому что вы дух дома чувствуете, и он вам дает знать. Ненавидит моего отца. Собаки вообще чувствуют отношение к ним. Скажите, на каких именно практиках рассчитаны ваши ритуалы? Если люди сильно в основном смотрят интернет-ритуалы, сами просто знают, как и надо делать. Тогда до каких именно практиков? Вы не правы. Иногда практикам нужно составлять ритуалы определенные, сидеть и новые как бы составлять для того, чтобы для определенных случаев, не на все случаи есть. И не в интернете обязательно они ищут. И для того, чтобы у них не было такой нужды, думать, напрягаться, они создаются. Через нас даются ритуалы простым людям и практикам, те, которые помогут и им, и людям простым. Через тех людей, которые способны их создать. И не каждый практик может создавать ритуал, чтобы вы знали. Понимаете? Не каждому дается этот ритуал создавать. Есть практик, который берет, уже готовый делать, есть, который дает и помогает людям. Так, доставляют. Благодарю. Спасибо вам тоже. Так что не каждый практик может составлять ритуал, а случаи бывают разные. Вот почему составляются эти ритуалы. Не всегда сами практики делают только свои ритуалы. Да, правильно вы сказали. И не каждый практик умеет создавать, и не каждому дается этот ритуал. Понимаете, человек может быть очень сильный и делать ритуалы уже готовые спасать жизни. А есть человек, который сам создает и отдает практикующим. Хочешь сказать своими словами, можно ли это? Можно делать, Анна, можно и своими словами тоже. И вам спасибо. Что мне сказать об Илоне Новоселовой? Я могу сказать, что она несчастная жертва определенного круга аферистов, которые раскрутили из него, делая из него она, выставляя как ведьма, и в конце концов она сошла с ума и начала играть со смертью, и случайно упала и разбилась. Вот что я могу о ней сказать. Она, к сожалению, жертва. Такая жертва, как и все накрученные, раскрученные эти великие ведьмы, которые со временем мы их даже не узнаем, как они стареют, как они хилеют и пропадают с экрана из жизни тоже. Вот и все. Как и все шоумены. Им нужен просто образ определенный, они этот образ берут и делают. А потом, когда этот образ уже состарился, они берут новый образ, и старый образ уже ни к чему не пригоден. Все. И старый образ начинает сходить с ума. Знаете, есть, по-моему, сейчас у народов Азии такая традиция, когда девочка до 12 лет считается богиней, божеством, она даже своими ногами не ходит, ее
ведут, ей дают все, что она хочет, ей молятся, она себя чувствует особенной, самой-самой-самой просто любимой, невероятной, любой ее каприз выполняет. После 12 лет ее просто выкидывает на улицу храма, и ей даже не дают кушать, ничего не дают, считая, что она проклятая. То есть до 12 лет она божество, после этого она проклятая. Вот это происходит с теми людьми, которых повышают до Кумари Деви, которых поднимают до небес, которых, значит, из которых лепят богов, из которых лепят ведьм, всезнающих, всевидящих, а потом через некоторое время говорят: все, девочка, до свидания, твой образ уже состарился, у нас уже другой кандидат, мы ее будем раскручивать, мы будем это делать, то, и она уже не может с этим смириться, сходит с ума. Вот что происходит с теми, которые, собственно говоря, и приходят. Один уходит, второй приходит. Но я бы не сказала, что среди них есть хоть один практик. Мужчину съедает кто? Да, издевательство, конечно, над психикой девочки, потому что если ты до 12 лет была божеством, после 12 ты проклятая, и тебе даже кусок хлеба не позволено дать, ибо ты проклятая, ты никому. То есть с тобой даже не здороваются. Это люди, которые тебе целовали ноги, которые тебя носили на руках, резко тебя выкидывают, закрывают за тобой дверь. Вот точно так же происходит и с людьми, которые привыкают быть великими, и забывают, что это всего лишь работа стилистов, мастеров, продюсеров, бизнесменов, тех, которые вложились в этого человека, тех, которые потратили свои миллионы для того, чтобы тебя показать как великую ведьму. А потом уже сходишь с ума, потому что как же так? Я. Какова версия, что случилось с командой Дятлова и студентами? Ничего хорошего. Они просто увидели тайный объект того времени, закрытый полигон. И для того, чтобы они это не донесли, просто создали впечатление, якобы их съели дикие звери, вот они убежали и так далее. Они были отравлены. Отравлены, убиты спецслужбами советского времени. Об этом не будем. И вообще к этой горе лучше не ходить. Она даже переводится так: не ходи сюда. Делать чистку дома для всех через 3 дня. Обстановка наладилась. Что-то счетчик, ну, взяли, значит, определенный откуп. Вот и все. И наладилось потом. Очищение, конечно, если наладилось, значит, все хорошо. Хорошо закончилось, значит, нормально. Интересно, конечно, я тоже вижу мерцание статуэтки. Есть у нее это мерцание. И это демоническое определенное мерцание. Здравствуйте, Юлия. Итак, последние вопросы я у вас узнаю по ритуалам. Какие-либо вопросы есть? Я надеюсь, все поняли. Понимаете, здесь у нас беседы с вами, да? Да, спасибо, ходячая энциклопедия, благодарю. Так вот, уважаемые люди, более подробно есть у меня очень много роликов на все случаи жизни, и поэтому более подробно вы можете узнать из моих каналов. Но если там хотите, если домовой душит, парализует все тело, значит, вы лежите на том месте, где он любит, его любимое место. Они обычно там нападают. А здесь непринужденная беседа, собственно, для того, чтобы понять друг друга. Благодарю вам тоже того же. Поэтому, если есть вопросы, естественно, вы можете найти на любую тему, прослушать более подробно, более конкретно, потому что здесь, когда прибегает строка, конечно, она отвлекает. Ты рассказываешь одно, там вопрос, и тебе приходится отвлекаться. Только в одной комнате сгорел свет и не включается, даже розетка не работает. Это после чего? Кто убил Мерлин Монро? Мерлин Монро убили братья Кеннеди, потому что это уже не тайна, это уже раскрытый факт, потому что она была любовницей сначала Джона, потом Роберта Кеннеди. Потом, когда поняла, что ее использовали и бросили, она была красивая женщина, но дурочка, скажем так, не очень. Так, извиняйте, я не читаю, чисто случайно появились на ваш канал, потом мне откуда появился браслет, подписью вообще, это я маг, никаких заклинаний. Простите, какой браслет? Кто появился? Ничего не поняла. Я знаю, что она двигается, но я так привыкла к таким движениям, и вы привыкаете. Ощущение, что она подходит и отходит.
Спасибо. О чем речь? О Мерлин Монро, да. И когда она поняла, что ее не хотят, что ее хотят бросить и он, и тот, и первый, и второй, она сказала, что соберет пресс-конференцию и всем расскажет о том, что она была любовницей сначала президента, потом генерального прокурора. И понятное дело, что после этого она не могла выжить. Так что, ну что сказать, красивая женщина должна быть еще немножко и умной. Жила бы себе молча, ей устроили бы и квартиру, и машину, все, что хотела. Про Алену Полынь, что я могу сказать, я про нее сказала все, что хотела уже давным-давно, и уже про нее вообще нечего говорить, потому что все, что там было у нее, я разрушила, и осталось жалкие крохи от ее былой славы. Так что там нечего говорить уже про нее. Мухакалов, Макалов. Мне говорят, моя баба толком не помню, была маленькие знакомые люди, которые вообще к ним спросили. Давайте про это я потом отдельно расскажу. Но бывает, Андрей, случайностей нет в мире, так что не удивляйтесь, что что-то такое у вас в жизни случилось. Каждого человека приводит ко мне как-то по-особенному. Почему боги не спасли Задорну? Ну, глупый вопрос. Я бы сказала, идиотский вопрос, конечно. У каждого свой срок, свое время. Почему они должны были его спасти? Может, его время настало, и он решил уйти. Мне нравится такая форма общения. Мне тоже благодарю. Слушаю вас. Что думаю про Левашова? Я думаю, что он не глупый был человек, но очень много было из ряда фантастики. Очень многое. Хотя очень много и есть умного в его высказываниях. Я это принимаю. Так, далее. Спасибо, что появились в моей жизни. Благодарю, спасибо, мне приятно. Подвергалась как Пхутто, но Пхутто убили. Мы-то знаем, Беназир. Она была мужественная женщина. Я думаю, Оша был великий психолог и знаток людских душ, но он не был колдуном. Он был аскетом, он был человеком, знающим психологию и все аспекты. Он был философом, он был знатоком жизни и прочее, прочее. Но к колдовству он не имел никакого отношения. Спасибо за ритуалы. И вам спасибо. И вам спасибо, Аня. За ритуалы, за знания спасибо. Я не буду сейчас их всех обсуждать. Зачем мне это нужно сейчас, в данный момент? Спасибо. И вам. Спасибо, что вы цените мой труд. Так далее. Я даже не слышала, что это за наркотик такой интересный, новый. С ума сойти. Каждый день что-то новое сочиняют, чтобы быстрее отправить человечество на тот свет. И вам спасибо. Да-да-да. Время уже, время. Ну, ничего страшного, еще пообщаемся с вами. И вам спасибо. Если будут определенные вопросы, можете задавать под роликами. Но на каждый случай я уже создала ролики, то есть каким образом, от какого ритуала откупиться, как просить и прочее, прочее. Сначала у вас будет немножко как бы такое ощущение усталости, потом постепенно к этому привыкнете. Говорят, что это не наркотик, а зелье шаманов. Может быть. Я не знаю, этим же зельем не пользовалась и не считаю нужным. Зелье используют для того, чтобы стерлась грань. Понимаете, есть грань. То, что мы не видим, то, что наши глаза не видят. Когда человек пьяный или человек обкуренный или что-то там такое принял, у него грань между этим миром и другим миром абсолютно стирается. Почему наркоманы, например, очень не поддаются лечению и не спасаются? Они так и уходят. Потому что
Это состояние, когда они чувствуют себя богами Вселенной, настолько приятно и необычно, что человек не хочет возвращаться в обычную жизнь. Он сидит, слюны пускает, противно смотреть, мерзко и отвратительно, но внутри него творится нечто. Это нирвана, это наивысшее, там, не знаю что, для него, да. Но расплата за это, конечно, ужасающая. Тело гниет, умирает, жизнь деградирует, но что? Что Тимошенко может колдовать. Любая сильная женщина может колдовать. В ней есть что-то, какие-то чары, что помогают ей подняться в этой жизни. Она даже может попросить эти силы, они дадут. Я говорила о том, что есть природные ведьмы и есть прирожденные ведьмы. Так вот, предсказание, да, будет в скором времени. В этом году уже сбылось все, что я говорила. Даже выставили девочки там вот эти моменты, да, какие предсказания сбылись. Вот на следующий год точно такой же будет. Завтра ночью можно сделать зеркальную чистку или будет суббота уже. Не знаю, будет у вас суббота или нет. Какими травами окуривать фортуну? Не травы, а благовония. Просто. Спасибо. Так вот, стирается эта грань, и мы видим сущности, и шаманы в том числе. Очень часто после записи шаманских ритуалов слышатся определенные звуки непонятного происхождения. Мир духов существует, дорогие люди. Хотите верьте, хотите не верьте, это ваше право, но то, что мир духов существует, и потусторонний мир в том числе влияет на нашу жизнь, это факт. И это факт, с которым сталкивались все, даже самые неверующие люди. Итак, всем желаю спокойной ночи. Нет таких ритуалов, которые нельзя делать в критические дни, по крайней мере, тем, которые я даю простым людям. Как это природные прирожденные ведьмы? Ну, посмотрите ролик. Все о ведьмах, там все сказано. Как и почему. Каким образом. Да, можно благовония розы, можно цветы, можно украшения. Как вы хотите, так и украшайте алтарь и показывайте свою благодарность ей. Здравствуй, Валерий, только ты опоздала, у меня уже все. Я уже ухожу на покой. Всем спокойной ночи, я пойду заниматься делами. Да, были у Любовь Орловой книги заклинания. Дорогие друзья, любой человек, который достигает определенных высот, не обходится здесь без магии, не обходится здесь без помощи определенных сил. Не обходится. В любом случае это есть. Понимаете, даже красавицы, которые в конкурсе красоты участвуют, они пытаются портить друг друга, наслать что-то, чтобы испоганить друг другу победу. Потусторонние всегда, конечно, колдовала, если она держала их дома, просто так не держит такие книги. Потусторонние всегда привлекала и будет привлекать. Говорят, что у Анжелики Джоли находили какие-то сушеных каких-то всяких живностей и так далее. Она говорила, что она почитает духов Вуду. И мне кажется, что вам рассказывать не нужно, насколько она высокооплачиваемая актриса. И ее внешний вид даже говорит, здравствуй, Яна, даже ее внешний вид говорит о ее каких-то определенных способностях, потому что есть определенный тип женщин, взгляды, понимаете, умение в свою сторону привлекать и так далее, и так далее. Я не говорю, что все колдуют поголовно, но основное количество сильных людей, которые поднялись по жизни, они верят в потусторонние, они могут показать, хоть каждый день ходить в храм с платком, да, но отдельно они живут совсем иной жизнью. Если даже католические священники колдуют для того, чтобы у них в приходе было много народу, что вы хотите тогда говорить? Да, такие дела. Влекущий взгляд, я согласна. Всем спокойной ночи. Было приятно с вами пообщаться. Постепенно привыкаем уже к прямым эфирам. В следующий раз будут, наверное, больше людей уже знать об этом. Но ничего, постепенно. Потому что, поскольку у нас тут товарищи некоторые сутками сидят, кидают жалобы, то один канал закрывается, то второй. Это смешно, конечно. И я хочу к ним обратиться и сказать, уважаемые в кавычках люди, я борюсь интеллектом, умом, знаниями. Я никогда не боролась подлостью, закрыванием каналов, какими-то звонками и какими-то угрозами и так далее. Вот эту ерунду
можете приписывать себе, но никак не мне. У меня слишком богатая душа, чтобы опускаться до таких низменных страстей. Всем спокойной ночи.